Здравствуйте, дамы и господа, с вами Дмитрий Латухен-Куприянов, и сегодня мы будем обозревать такой сайт, как eSports Pulse. eSports Pulse — это платформа Fantasy League, на которой ты можешь выигрывать разные in-game айтемы, даже если играешь не на деньги, а просто так. Вот многие наверняка пользовались в прошлом Fantasy Лигами и знают их основной принцип. Это создать свою команду мечты. Вот. Чтобы создать свою команду мечты, все, что вам нужно сделать, это, например, выбрать вот бесплатный пул. О, кстати, я здесь уже есть. Ну и здесь вот нам предлагают разные призы. Есть такие красивые курьерчики, может быть, диффуза на спектру или хорошие аркана на Зевса. В общем, все, что вашей душе угодно. Ну и давайте вот сейчас создадим команду. Тут уже одну команду я создал, но я вот и сделаю это еще раз. И вы увидите, как это работает. Значит, многие помнят наверняка основной приоритет Fantasy League, он говорит только об одном. Чтобы у вас были хорошие статы, это в первую очередь киллы, ну и вслед за этим ассисты. Значит, в Dota 2, я думаю, все прекрасно понимают, что в первую очередь зависит от того, на каких героях вы играете. Ну и давайте вот посмотрим в первую очередь на хардлейнера. Значит, если хардлейнер будет играть на бисмастерах, клокверках и любых подобных героев, то вероятность того, что он будет долго жить и при этом всех карать, крайне мала. Но при этом, если он будет играть на фурионах, лоун-друидах с радиансом и там, всяких виверах, энчантерс и тех героев, которые начинают бить сурки, то я уверен, что у него будут хорошие киллы, у него будет много ассистов, ну и самое главное, чтобы его команда доминировала. То есть, помимо КДА, нужно еще ставить на тех игроков, которые играют за топовые коллективы, ну, потенциальные топ-8 турнира. Это, например, eHome, Alliance, EG, OG. Поэтому мой выбор падает на Адмирал Бульдога. Эта команда считается одним из фаворитов данного турнира. Вслед за Адмирал Бульдогом, я думаю, мы сразу обратим свое внимание на Сетевая, который в последнее время, по-моему, взял лан, обыграв тех же EG. И многие считают eHome фаворитами данных турниров. Бывает такое, что они с Улчикином, ну, если сильно захочется, то могут поменяться ролями, но почти всегда Сетевай делает одну задачу в игре. Он бьет сурки. Это Спектра, Антимаг, Джаггернаут, очень много претендентов на эту позицию, так что Сетевай, ну, как один из самых агрессивных керри, или активных, он, естественно, пополняет наши ряды. Вслед за Сетеваем нам нужен еще один мидер. Причем желательно, чтобы этот мидер был не как S4, который играет на бэтрайдерах или других героях, которые обязательно идут вперед, а лучше всего, если этот мидер тоже будет всегда занимать позицию семи-керри. Ну и вот Miracle мне очень симпатизирует на этот счет, потому что он каждый раз, когда ходит в мид, имеет таких героев, как Shadow Fiend, Алхимик и очень много представителей. Это такие суперкоры, вот как God Virtus.pro. Но учитывая то, что в последнее время у ОГ результаты были немножечко лучше, то я пока что ставлю на него. Надеюсь, он себя еще покажет. Так, ну и кэрри мы взяли, мидера взяли, хардлайнера взяли, остались суппорты. Значит, из суппортов в первую очередь выделяется Лил на СНГ пространстве, потому что он всегда играет на 4-й позиции. Он всегда имеет в своем инвентаре много вещей. При этом частенько ФНГ его отправляет на получение XP, поэтому я думаю, что Лил все-таки, если получит в свои руки каких-нибудь визажев или лин, то обязательно покажет настоящий скилл. Так что Лил у нас как суппорт 4-й позиции заходит сюда. И остается 5-я. Ну, вообще, честно говоря, 5-ю позицию не хочется брать, потому что это PPD, который бегает всю игру с сапогом. Может быть, ФНГ, который частенько контролирует свою команду. Вот. Ну и другие ребята делают, естественно, то же самое. Так что давайте немножко схитрим. Возьмем себе Фира. Тут как бы я не столько уверен в Фире, сколько в PPD, потому что я знаю, что PPD точно не будет ничего брать себе лишнего. А Фир при этом, он, как вот бывший кэрри, может сделать много полезного. И вслед за этим Фир довольно-таки сильный игрок. То есть, напомню, он выиграл 5-й International. Поэтому я уверен, команда будет мотивирована тем, чтобы его одевать. Так что наша команда готова. Вот эти ребята.
Но это все, по моему мнению, вот все вот эти команды, Alliance, eHome, OG, Virtus.pro и EG, ну, как минимум, они попадают в топ-8. Может быть, даже топ-6 все смогут взять. Ну и вслед за этим тайбрейкер. То есть здесь нам предлагают угадывать, когда же эта команда будет делать киллы. Но я далеко ходить не буду. Я все-таки считаю, что либо килл будет сделан где-то там на руне в начале, либо он не будет сделан вообще, там, в ближайшие 5 минут уж точно. Поэтому я все-таки буду верить в своих ребят, что они пойдут драться на первом уровне, куда-то в смоках. По-любому захотят сделать ганг. Давайте поставим вот 10 секунд. На 10 секунде, я думаю, все и начнется. Бойцы готовы. Это был бесплатный пул, поэтому здесь вы участвуете бесплатно. Но я также напомню, что если вы отлично себя показываете в бесплатном пуле, то вы можете пойти и в платный, где призы поценнее. Здесь, как вы видите, участие стоит 50 центов. Здесь есть очень красивые курьеры с 2012 International. Тоже там разные сундучки и прочие прелести. Но от себя же скажу, что здесь хорошо играть, когда вы уже на этой платформе освоились. Также вот добавлю про Fantasy League, что здесь, в отличие от ставок, твоя победа зависит и не столько от удачи, сколько от того, насколько ты хорошо разбираешься в киберспорте. Разберешься получше, обязательно начнешь выигрывать. Относительно других, естественно. Вот. Ну и поэтому, я думаю, попробовать стоит, учитывая, что это абсолютно бесплатно. По сути, вы можете попробовать себя в роли менеджера киберспортивного клуба. Можете набирать в свою команду любых игроков. Каких хотите. И это не слабый челлендж. Насколько вы вообще справитесь, насколько хорошо будет играть ваша команда. All up to you, как говорится. Ну и также добавлю, что eSports Pools — это официальный партнер Na'Vi. По этой причине уже сейчас много фанатов команды на eSports Pools действуют особые условия. Ну и, например, фаны Na'Vi могут бесплатно участвовать в некоторых платных пулах и еще выигрывать крутые подарки в совместных акциях. Я думаю, на этом все. Следите за нами в соцсетях. С вами был Дмитрий Алтухен-Куприянов. И всем желаю удачи в роли киберспортивного менеджера. Всего хорошего. Всем пока.